Песок золотой, вода бирюзовая, отдых комфортный. Остров, в который невозможно не влюбиться. Я прилетела на Кипр. Год назад он едва не превратился в остров невезения, но недавно тут решились на важный шаг – снова открыться для туристов. И я в числе первых. Вместе со своей новой знакомой я приготовлю 2 национальных блюда, проникну на вечеринку, побываю в деревне, заваленной кружевом и серебром, и, о ужас, даже подаю ослицу. Мое новое незабываемое приключение. Прямо сейчас. Кипр открывается для российских туристов. В один прекрасный день запестрели все заголовки интернет-изданий. Тогда это даже показалось какой-то первоапрельской шуткой. Обрадовались и наши любители недорогого пляжного отдыха, и жители острова. Еще бы, год без туристов очень сильно ударил по туристическому бизнесу. Но кажется, все обошлось. Это Ян Буян, и я прилетела на Кипр. Россию киприоты передвинули из серой зоны, точно нельзя приезжать, в красную, но окей, можно. Это значит, что соблюдать карантин по приезду уже не нужно. Но для начала я вам расскажу, какие документы нужны для того, чтобы прилететь на Кипр. Первое – это отрицательный ПЦР-тест, который вы сдали не позднее, чем за 72 часа до вылета. Второе – это провиза, либо открытая шенгенская виза. А также нужен такой документ, который называется Cyprus Flight Pass, это как такой летный пропуск. Туда вы забиваете все свои данные и загружаете отрицательный ПЦР-тест. Кстати, тест лучше загружать на английском языке. Вам потом на почту приходит практически моментально этот Cyprus Flight Pass с вашим тестом. Лучше всего его распечатать и уже предъявить при посадке в самолет. После того, как вы прилетели на Кипр, вас свезут на повторную сдачу теста. В Ларнаке тест стоит 30 евро, в Пафосе тест стоит 32 евро. У меня буквально на это ушло минут 15, то есть все это очень быстро и довольно-таки организованно сделано. На этом острове я бывала и раньше, но такая картина из ряда фантастики. Вроде и солнце печет, и море зовет, но на улицах и пляже шаром покати. А я точно в Айанапе? Но впереди российские майские праздники и сплошная радость для здешнего бизнеса. В числе прочих потирают руки ательеры. Наконец-то остановившиеся более чем на год колеса их бизнеса снова закрутятся. Пусть и со скрипом. Я надеюсь, что эта пандемия совсем скоро закончится, и люди смогут нормально отдыхать. Наслаждаться прекрасным кипрским солнцем и пляжами, которые у нас есть. Знакомьтесь, Христос, владелец отеля в самом центре тусовочной Айанапы. Это сейчас на курорте зловещая тишина, а когда-то номера в этой гостинице бронировались сильно заранее. Отель закрыт, зачем работать в холостую? Но кажется, что и изысканные интерьеры гостиницы, и ее хозяин в томительном ожидании. Когда вы открываетесь? В этом году мы открываемся в июне. Только в июне? Ну, если люди начнут приезжать раньше, мы откроемся раньше. Но я думаю, мы начнем проводить мероприятия в начале июня. Цены на жилье на Кипре во времена закрытых границ, понятное дело, рухнули, но сейчас уверенно поползли вверх. Например, стоимость этого номера на двоих 130 евро. Но, конечно, можно найти номера попроще и подешевле. Красиво, очень красиво. Это тоже ваше? Да, это парк, который принадлежит отелю. Прям огромная детская площадка. Сюда с детьми точно можно приезжать, им будет чем заняться. Можно я поиграю во что-нибудь? В игры. Да, конечно. Что я творю вообще просто? Вот они, пандемические летучие крысы, которые во всем виноваты. Мне дали какие-то штучки. 100 таких штучек соберешь и получишь игрушку. Выберите, что вам нравится, и мы вам это подарим. Спасибо большое. I've been really in the field, love the rush, I love the feel. Lately I just
just wanna run it up. Don't need no deals, I make the deal. Half a ticket to a meal. Lately, I just wanna run it up. Отели, конечно, пока выглядят очень пустынным. Это один из самых лучших отелей. Находится он на Ниси-Бич. Посмотрите, вообще людей нету. Там что-то ходят, красят, готовятся. Но, наверное, в ближайшее время все-таки все запустят и все начнет работать. На Ниси-Бич жизнь! С каким они звуком бросаются в воду. Видимо, вода еще очень холодная, и нужно прям огромное мужество, чтобы плавать. Хотя вон плавает маленький ребенок. Детям вообще все нипочем. Кипр называют солнечным островом, потому что 340 дней в году здесь светит солнце и ясное небо, а дожди бывают только зимой. И сейчас середина апреля и уже доходит до 30 градусов. Некоторые смельчаки купаются, но, если честно, для меня вода пока еще холодновата. Поэтому я предпочитаю охлаждаться мороженым. И не знаю, как вы, но я люблю мороженое с джемом. В Махеев даже кусочки ягод есть. Кстати, если вы собираетесь приехать на Кипр, можете смело к температуре по прогнозу прибавлять градусов 5. Потому что, для примера, сейчас 23 градуса по прогнозу, но на всех градусниках, которые находятся в тени, 28-29. Я не знаю почему, но такой парадокс постоянно. Как же вкусно. Вкусно. Я хочу доехать до центра Айанапы, поэтому решила подождать автобус. К сожалению, нет расписания. Будем ждать. Расписания нет, автобуса нет, значит, пойду пешком. Но что я хочу сказать? Общественный транспорт на Кипре не развит, от слова совсем. Поэтому для передвижения туристам лучше всего либо брать экскурсии, либо арендовать автомобиль. Даже есть такая статистика, что автомобилей на Кипре гораздо больше, чем местных жителей. Пыльные баги. Пылятся и стоят, ждут туристов. Ну что ж, я дошла до центра Айанапы, рядом со мной Макдональдс, позади меня Луна-парк, и вы сами можете наблюдать, сколько здесь людей. Ездят машины, но машины в основном местные, изредка только проезжают арендованные машины. Людей нет, просто людей нет. Кто был здесь, тот по-любому знает, какие толпы здесь ходят. Но сейчас так, как есть. Как известно, туристы бывают двух типов – дикие и организованные. И сейчас на Кипре их возможности очень разные. Прибыли сюда через турагентство, вам дадут бумагу разрешения и отдыхайте себе на здоровье. А если дикарем приехали, готовьтесь к строгим коронавирусным ограничениям. Ведь такие дикие туристы оказываются в положении самого обычного киприота. В пакете выход по смс-кам, где в сообщении нужно указать причину, например, прогуляться или сходить в магазин. И, к слову, смс дает право покидать дом только на 3 часа. В будние дни можно отправить 2 смс, а в выходные дни – 3. А еще тут действует комендантский час с 23:00 до 5 утра. В обычное время везде носить маски. Исключение – рестораны, пляж и зона бассейна. Интересно, это кого-то останавливает? Я, кажется, слышу остатки былой тусовочной жизни. Сегодня выходной день, и я вижу, что уже какая-то туса намечается до 11 часов. А вообще на Кипре сейчас действуют бредовые правила, просто вот бредовые придумать невозможно. Если ты стоишь возле стола и двигаешься в такт музыки, это запрещено. Если ты сидишь на столе и двигаешься в такт музыки, так делать нельзя. В общем, танцевать нельзя. Но всем все равно. Раньше бары наполнялись где-то, наверное, только к часам к 12, до того состояния, как сейчас за моей спиной. Но сейчас 8:30 вечера, и все пытаются просто тусить до 11 часов, максимальную тусу устроить.
2 бокала белого вина со льдом. У меня такое чувство, что мы на какую-то подпольную вечеринку попали. На следующее утро я решила позавтракать в одном из ресторанов на берегу моря, а заодно и с персоналом пообщаться. Здравствуйте. Привет, Яна. Пока же большинство заведений на замке, а у тех, кто работает, куча ограничений. Например, внутри заведения сидеть нельзя. И, конечно, в 11 часов вечера оно должно быть закрыто. Ресторанный Это тоже, бизнес да, и надо гостиничный бизнес очень сильно поддержало государство. А вы в пандемию вообще не закрывались, постоянно работали? Мы делали delivery takeaway, а так вот ресторан не закрылся ни на один день. А не планируются вообще изменения или об этом никакой информации нет? Такой информации долгосрочной нету никакой, чтобы сказали, что вот в таком-то числе все окей, все, такого еще нет. А сейчас какие у вас вообще надежды на этот сезон? Мы верим в это, то что все придут сюда опять, вот на их любимый Кипр. Здесь солнышко, море, прям просто ждем, не дождемся, уже скучаем. А пока в ресторанах сдувают прошлогоднюю пыль, едем в гости к одной моей новой знакомой, Анне. Она обещала угостить национальными блюдами собственного приготовления. Здравствуйте, это Меня вам. зовут Анна, очень приятно, Яна. спасибо. Заходите, пожалуйста. Моя новая знакомая родилась в Смоленске. Когда была маленькая, ее семья перебралась в Латвию. Затем, 17 лет назад, Анна оказалась на Кипре. Просто приехала сюда отдыхать и вышла замуж. Привет, как зовут? Аня, как тебя зовут? Он застеснялся. Как? Павлуша, как мило. Первый раз вижу на Кипре домашнего кота. А как зовут? Не кошка. А, не кошка? Потому что он кот, а не кошка. Как оригинально. А что мы будем сегодня готовить? Мы будем готовить кефтедес. Это мясное блюдо, традиционное кипрское мясное блюдо, похоже на маленькие котлетки. Тефтели, кефтедес, созвучно. И пургури. Это кускус, но в кипрском варианте. Сегодня в домашнем меню кефтедес, или котлеты по-гречески. Такие подаются во всех тавернах и ресторанах Греции и Кипра. Правда, я почему-то ни разу их не пробовала. Картофель здесь у нас не мытый. А почему не мытый? Если вы проезжали мимо наших деревень, наш округ называется Котчино-Хорта, Красные деревни. Почему? Потому что земля у нас кроваво-ярко-красная. Поэтому картофель, который производится в этом регионе, он отсылается на экспорт немытым, чтобы показать, что это именно знаменитая кипрская картошка. На гарнир пургури. Простое, но очень сытное блюдо из булгура. Кто не знает, это такое пшено. И, конечно, винишко. Ну, куда ж без него? Мы же на Кипре. Лук я возьму на себя, а вас попрошу помыть и почистить картошечку. Нет, все, мы его пока оставляем, потому что мы сейчас... Бабуля! Чисто кипрский дом! Бабуля! Не будем мелочить. В прошлом году киприоты вырастили огромное количество овощей и фруктов, которые были предназначены для туристов. Пришлось это все выбросить. Они были не востребованы. Это касается каждого киприота. И, конечно, киприоты хотят. Сначала они немножко отдыхали, но потом нам разонравилось отдыхать. Мы сказали, мы больше не хотим отдыхать, мы хотим назад работать. Да, киприоты верят в вирус, да, киприоты понимают его опасность, соблюдают меры, моют руки, держат дистанцию, делают каждую неделю тесты все, кто работает. Да? Работала Анна в туркомпании, но грянул коронакризис. Вот и появилась масса времени на готовку для мужа киприота и 4-летнего сына Павлуши. Ну и мне кулинарный урок преподать. Пошли с нами. Пойдешь с нами? Пойдем? Да. Вот, кстати, типичный киприот, это мой муж Костас. Скажи Hello. по-русски что-нибудь. По-русски? По-русски? Привет. Здравствуйте. Вкусные? Нравятся тебе? Понятно, кто любит больше всего? Скажи сюда, приезжайте ко мне в гости. Приезжайте, мои.
кости. Напоминает сливу на вкус, алычу. А, хорошо, пожалуйста. Бургой у нас готово, салатик мы заправили и перемешали. К бургою у нас обязательно йогурт греческий, ну и, конечно, кефтедес. Пахнет. Очень. Не забудьте рецептик с экрана списать. Как вам, кстати, моя новая кулинарная рубрика? Напишите в комментариях. Если вам понравилось, продолжу кашеварить и в других странах. Дегустируем? Дегустируем бургой с йогуртом. Прям вот так. И тефтелечку, вернее, кефтедочку. Необычное сочетание. Да. Йогурт прохладный Да, и горячий очень вкусно. бургой. Ну и кефтедес отдает немножечко мятой. Ой, как вкусно. Это было искренне вкусно. Это было искренне звук. Очень вкусно. Ой, было все очень вкусно. Спасибо большое. Познакомиться. Я тоже. Приезжайте еще. Обязательно. Пойдем. На следующий день снова в гости, в этот раз к животным. Ослы на Кипре в фаворе. Часть из них когда-то давно завезли из Европы, остальных из Африки. Ушастые прижились и стали символом острова. Здравствуйте, меня зовут Яна. Меня зовут Пьерис. Добро пожаловать на ферму Golden Donkeys. Мы очень рады снова видеть русских людей. Целый год у нас не было туристов из России, но, надеюсь, в этом году будет лучше. Год прошел, и теперь нам надо много сделать, чтобы наверстать упущенное. Добро пожаловать. Thank you. Спасибо. Веками местные жители передвигались на ослах. Эти животные даже приводили в движение тяжелые каменные прессы, с помощью которых делали оливковое масло. Ослики были практически в каждом дворе. Шли века, киприоты пересели на железных коней, а эти милахи сегодня по большей части развлекают лишь туристов. Боже мой. Боже мой, какие же вы лапочки. У осликов есть имена. Ее зовут Мария, а ее Маргарита. Малышей как зовут? Сейчас у них нет имен, потому что мы ждем, когда приедут туристы и дадут им имена. А можно я дам? Яна. Хорошо. Красавица. Надо их покормить. Дружелюбный-то дружелюбный, а зубки-то страшные. Да, тут. Держи. Любите рожки, да, я знаю, что вы любите рожки. О, красивые. К слову, ослы на Кипре под защитой правительства. Обижать их нельзя, иначе крупный штраф или даже лишение свободы до 7 лет. Зато со ослиным молоком делай что хочешь. Косметику, сыры, ну или так пей. Очень полезно, говорят. Ослики – наше национальное животное. Я могу вам сказать, все их любят. Если ты заводишь ослика, ты подписываешь документ, что ты не можешь причинять ему вред. Большая такая. Спокойная. Слышите, как грызет? Вы покупали эту землю для того, чтобы именно ослиную ферму сделать? Нет, я просто хотел жить здесь, на природе, среди оливковых деревьев. Постепенно я покупал осликов, их становилось все больше, и я стал работать с молоком. Сегодня у нас одна из больших ослиных ферм, я думаю, в Европе. Итак, я очень горжусь тем, что это дерево растет у нас на плантации. Оно одно из самых старых на Земле, ему около 1500 лет.
И если заметили, на нем много оливок. На нем повсюду цветут цветы, и оно даст около 200 литров оливкового масла, 1000 килограмм оливок. Ничего себе. Знаете, я заметила здесь очень много картин, и почему-то подписаны дни. Потому что я был на карантине 49 дней, как все на Кипре. Мы вообще не передвигались. И что же делать? Что делать? Я решил стать художником и начал рисовать осликов. Каждый день я рисовал одного ослика, поэтому у меня их 49. И я писал дни. Это 5-й день карантина. День номер 8, день 46. Эту нарисовал мой друг Пейс, но так как он сам как осел, я нарисовал его. Прям это вы рисовали с ваших осликов? Да, каждая картина — это наш ослик. А как вообще дуэт осликов? Можно попробовать? Никогда в своей жизни я даже не могла себе представить, что когда-нибудь я буду доить осла. Да, я была бы не я, если бы собственноручно не подоила это священное на острове животное. Белла, походу тебя я сейчас доить-то буду, красотка. Окей. Ой. Хорошо. Единственное, я боюсь, что я ей делаю больно. Здесь же не больно? О, нет, 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 нет. Ну что ж. Тихо, малышка. Ты не хочешь, да? Девочки, ну можно мне пройти? Ну что же вы такие? О, это высокая. О, у меня получилось. Я поняла, как это делать. Я поняла, как доить ослицу. Теперь можно идти куда-нибудь работать на ферму. О, надоила себе на чашечку кофейку. Тебе не больно, солнышко? Bella. Белла. Белла. Круто. Thank you. This for donkey milk. Milk. Ослик молоко. Необычное ощущение, это прям очень здорово. Окей. Белла. Come. Давайте сделаем фото. Блин, я подоила ослицу. Ты так вот живешь и даже и не думаешь о таком, что с тобой когда-нибудь произойдет. А здесь бац, пожалуйста. А сейчас, если честно, еще надо будет молоко попробовать. Боюсь, не представляю вкус молока. Да, Фаня, а ты пробовала ослиное молоко? Уж, наверное, по-любому пробовала. Это прям то, что я подоила. Да, Страшно. тогда я первый попробую. Здоровье. На здоровье. Оно не жирное и сладкое. 0.3. Как сладкая водица, водичка. Мне кажется, Вы сейчас как Клеопатра. Очень красивая. Спасибо. У вас всегда такое гостеприимство? Такое средиземноморское гостеприимство, да? Это очень приятно. Таковы кипрские традиции. Но что называется, не ослом единым. Едем в Левкару, одну из самых красивых деревень на Кипре. По крайней мере, так они и пишут в путеводителях. Деревня Левкара известна благодаря рукодельницам и серебряных дел мастерам. Репутация первых и вторых вышла далеко за пределы Кипра, и многие приезжают сюда за серебром и кружевами ручной работы. Но сейчас это туристическое место как будто вымерло. Вы посмотрите, совсем нет людей. В Левкаре очень уютные улочки, вот они такие по большей части узкие. И, кстати, очень много заброшенных домов. Розочки, цветочки. Ой, как вкусно пахнут. У меня у бабушки так пахли всегда цветы в саду. Красота.
В Левкаре развешено очень много таких фотографий старых, где женщины вышивают кружевные изделия. Вот здесь, допустим, 6 женщин трудятся над одним полотном. Просто мега ручная работа. Вы представляете, сколько труда нужно положить, вот эти вот маленькие вышивки сделать, чтобы вот какую-то красоту такую создать. Говорят, каждый второй в деревне умеет обращаться с этим металлом. Только из-за пандемии вот такие магазины с серебром для их владельцев оказались на вес золота. Аренду ведь никто не отменял. Кажется, я одна из немногих покупателей. Нас тут по пальцам пересчитать. Мы были закрыты целый год, совсем не открывались, потому что вообще не было людей. Но все это время мы платили за аренду. Посмотрите только, какая тонкая ручная работа. Просто серебро, как тонкие ниточки сплетены. Очень красивая. Вы знаете, мне кажется, я сейчас не выдержу и куплю себе сережки. Я так давно ищу серьги, которые я бы постоянно носила, но мне ничего не нравится. А сейчас, мне кажется, я нашла. Ой, я даже 2 пары вижу, которые хочу. А государство вам помогает? Нет. Вначале правительство выделяло на каждого человека 150 евро в месяц. В итоге наша семья получила 300 евро. Так как нам с сыном давали, а мужу нет, потому что он на пенсии. Нас всего 3. Спасибо большое. Не за что. Хорошего отдыха. Смотрите, какая. Просто плетеная все. Теперь у меня есть такая красота. Найс. Сережки есть, иду за кружевом. Тут главное не купить китайскую подделку. Да, встречается в Левкаре и такое барахло. Мы работаем с ирландским льном. Оригинальная вышивка всегда двухсторонняя. Есть строго геометрический орнамент. Причем используются всего 3 цвета. Фисташковый, белый и бежевый. А когда вы в последний раз что-то продали? Моя последняя продажа была в ноябре прошлого года. В ноябре? Ну, грубо говоря, больше 5-6 месяцев назад. То открываемся, то закрываемся. Это моя жена. Это все сделала ваша жена? Это очень красиво. Ваша жена делает прекрасные вещи. Да, я знаю, поэтому мы вместе уже 42 года. Моя леди. Мне было 24, а ей 17, когда мы поженились. Я думаю, вы ждете туристов. Да, мы надеемся. Не просто, но верим. Женщины сидят прямо на улице и вышивают кружева. Можно показать? Да, конечно. Это очень сложно из-за стяжек. Повторять их, делать ровными, в одну линию. Очень сложно. И для глаз это тоже вредно. Да, конечно. И как долго вы ее делаете? Я делаю ее за 3 дня, а потом мы кладем ее в рамку и вешаем. Давайте я вам покажу. Когда закончу, она будет выглядеть вот так. Там еще много других. Это все моя работа на ирландском льне. А для чего они? Как их использовать? По-разному. Для небольших мест, положить на маленький столик. Это очень практичный размер. Я дам вам кое-что попробовать. Это турецкие сладости. Возьмите, они вкусные. Дорогие подписчики, вот такой сувенир я привезу из Левкары. Заботливыми руками вышивала Мара. Оставляйте свои комментарии под этим видео, я выберу самый лучший комментарий. А в комментарии укажите, почему вам понравился вот этот вот замечательный город и что бы вы пожелали жителям этого города, которые такое замечательное серебро делают и вышивают вот такую вот красоту. Окей, we'll buy, yes. Кстати, кружево может быть и из серебра. Эдакое сочетание 2 ремесел, на удивление туристам. А по ним тут явно истосковались. Действительно, Кипр сильно истосковался по многочисленным российским туристам. Да что там говорить, скучали и мы. И наконец-то я надеюсь, что эта долгая разлука подходит к концу. Тут на острове все так же хорошо и жарко. Хотя есть все же одно изменение. К нам, отдыхающим, теперь относятся с еще большим трепетом. Это Ян Буян. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и помните, со мной вы будете скучать по местам, в которых еще не бывали. Всем пока! You
give me motivation, make my life vacation. When we are together, I surrender.